Друзья, всем привет! В перерыве между съемкой другого, более крупного видоса решил записать видео по моддингу, скажем так, ваших аксиалов этих ваших. На запись этого видео меня натолкнул, на самом деле, Ваня, мой коллега по мастерской, который сказал, что было бы неплохо это снять, и плюс вы еще просили меня снимать видео на тему лайфхаки бывалого трофиста и подобное. Затем не будем долго откладывать, давайте сразу приступим к сабжу. В чем заключается мод? Мод заключается в том, чтобы, скажем так, заставить коробку от первого аксиала, от первого врейта, в принципе даже коробку от второго аксиала, РТРную, не китовую, заставить работать на ней слипер. То есть основная вообще боль системы слипера на аксиале, на первом и на врейте, и на втором, то, что он не работает элементарно. То есть как устроен сам слипер. Идут две пластины, между ними паранитовые вкладки, и все это дело зажимает между собой спур. Естественно, при первой же воде этот паранит приклеивается к поверхностям этих тарелок, алюминиевых либо же стальных. Все это склеивается, и все. То есть спур не работает. А если вы катаетесь достаточно агрессивно, как я, когда бывает, что заклинивает колеса где-то в грязи, бывает, что закусывает где-то привода из-за того, что выворот не настроен, либо еще что-то. Ну, то есть по каким-то причинам шасси может умереть, и нужно, чтобы работал слипер. Вот для этого этот мод нужен. Значит, в чем заключается на самом деле вообще весь мод? В том, что вы покупаете вот такой вот, я не знаю, как правильно сказать. В общем, это система спура слипера от Traxxas Slash. Она идет уже 32-й модуль. И здесь сразу в комплекте идет задняя тарелка с фрикционными накладками. Ну, сейчас я разберу, покажу чуть поближе. И вот эта система, она реально работает. То есть на моей коробке уже третий, наверное, год стоит такая же система. Я ее переделывал из саммитовского, по-моему. Но, как видите, тарелка достаточно здоровая. Здесь же тарелочка поменьше, поаккуратней, и она легче встает на коробку аксиаловскую. Как я уже сказал, все, что нужно сделать, это по сути переставить. Поэтому давайте я быстренько разберу коробку. Ну, здесь коробка от врейта, но посадочная то же самое почти у всех. Что у первых, что у врейта, что у вторых. Единственное отличие то, что на втором аксиале РТРной коробки надо будет просверлить вал, чтобы туда можно было установить пин, так как эта система крепится на пин, не на шлиц, как у второго аксиала. Итак, вот то, о чем я говорил. Сама тарелка и паранитовая накладка. Если я сейчас попытаюсь все сковырнуть, она вообще не отклеится. То есть она будет рваться, она будет разваливаться, она будет делать все что угодно, но только не выполнять свои какие-то фрикционные задачи. Она просто будет приклеиваться. Затем берем от слэша деталюху. Стоимость у нее что-то в районе до 2000 рублей. 1600, наверное, 1000. Фиг его знает. Это Ванькина коробка, я ему ее собираю. Только потому, что мне... Ничего не лезет. Только потому, что мне надо было снять вам видос. Так Ванька большой и сам все может, честно вам скажу. Я проверял. Итак, давайте вот так вот разберем и посмотрим поближе, что мы здесь имеем. Как говорил, задняя пластина, задняя тарелка крепежная. На ней стальная пластина. Скорее всего, даже из нержавейки какой-нибудь, достаточно жесткая. И фрикционные накладки, которые не прилипают. Конкретно это из какого-то прессованного картона, может быть даже из паранита. Но из-за того, что пятно контакта не такое большое, как на аксиаловском, это дело просто не прилипает. И за счет этого эта система срабатывает даже в самых лютых говнах, в воде, в грязи. Даже если это простоит полгода, оно никуда не приклеится. А если вы купите алюминиевые накладки, вот как у меня здесь стоят, уже, кстати, даже наполовину стершиеся за эти несколько лет, то оно вообще никогда не прилипнет и всегда будет работать. То есть вот
Система must-have для тех, кто действительно, жестко катает. Давайте назовем это так. Так вот, мы просто берем коробку аксиаловскую. В ней уже стоит пин 2-миллиметровый. Если у вас 1,5-миллиметровый, как на первом аксиале, то просто сверлом проткнуть до 2 миллиметров и все, собственно говоря. И собираем всю эту конструкцию на аксиаловскую коробку. Обратите внимание, как садится эта тарелка. То есть прям зазор, как мы любим, что-то около миллиметра. Дальше у нас идет пластина. Дальше идет спур, который, кстати, на подшипнике, который позволяет ему ровно крутиться, с фрикционными накладками. И где бы нам шайобу взять? Вот у нас шайоба. Шайобу кладем на подшипник, пружинку и поджимаем все это гаечкой. Не то, что гаечка. Вот та гаечка. И все, и собираем. Собственно говоря, вот и все. Вот весь наш мод готов. Большой плюс в том, что траксовские спуры стоят что-то по 300 рублей пластиковые стоили, когда я последний раз брал. На моей коробке стоит стальной с Алиэкспресса. Я его брал что-то за 600 рублей. Ему уже, тоже где-то года 3 также. Все еще ходит, никаких проблем. Я даже постараюсь найти ссылку. Если найду, я обязательно оставлю в описании. Также, соответственно, на вот такой комплект. Если что... Извините, пожалуйста, мне тут чуть-чуть шумно. Если что, вот номер этого комплекта. Ищется он как TRA 6878. Вот. Собственно говоря, все. Теперь у вас не будет проблем с заклиниванием слипера. Теперь у вас не будет проблем с тем, что у вас порвало трансмиссию из-за того, что мотор провернул все это. И некий предохранительный орган не спас. Конечно, ничего много переделывать не пришлось, но никто не обещал, что лайфхаки должны обязательно делаться как-то сложно. Поэтому пользуйтесь. Надеюсь, это вам действительно поможет. Всем спасибо за внимание. Пока.